Это ли правда, которую Яр и Мой чувствовали все это время? Что на самом деле случилось с Тэхёном в Лос-Анджелесе? И что сделал Чонгук, чтобы сохранить тайну? Хан Са-юн специально для HYBE Daily International. Лос-Анджелес. В течение нескольких недель фанаты по всему миру шепчут одни и те же вопросы. На всех мыслимых языках. Где Тэхён? Почему он так молчалив? И почему в разгар самого ожидаемого сезона камбэков в истории BTS возникает ощущение, будто что-то не так? Эти вопросы не родились из-за паранойи. Это были не просто теории фанатов. Они появились из-за едва заметных признаков отсутствующих кадров с репетиции Тэхёна, его отсутствующей улыбки на фотографиях в аэропорту, небольшой задержки с выпуском тизер контента. ARMY, всегда бдительные, всегда интуитивные, замечали трещины раньше всех остальных. И вот теперь эти подозрения подтвердились. В откровенном моменте закулисного интервью, записанного всего несколько дней назад в Лос-Анджелесе, Ким Тэхён Ви из BTS впервые рассказал о своем ухудшающемся здоровье. Его голос был ровным, но глаза выдавали больше, чем слово. Сидя в простом черном балахоне, с переплетенными пальцами, он смотрел прямо в камеру и говорил это. «Я плохо себя чувствую. Я устал. В последнее время я слишком много на себя нагружаю. И мое тело начало это давать». Это было признание, которое находит глубокий отклик в сердцах миллионов. Тэхён, известный своей элегантностью, внутренней силой, непринужденным контролем на сцене, признает, что он человек уязвимый, измотанный. Интернет взорвался за считанные минуты. Но дело было не только в том, что знаменитость заявила, что устала. Речь шла о времени. Речь шла о контексте. Потому что Тэхён не просто в Лос-Анджелесе на отдыхе, он там с Чонгуком, круглосуточно работая над долгожданным альбомом BTS, проектом, который, как ожидается, вновь представит BTS миру после военного перерыва. Это не просто очередное возвращение. Это возвращение. Поэтому вопрос, который звучит громче, чем когда-либо. Почему сейчас? Почему он? И почему Чонгук был, похоже, единственным, кто был рядом с ним? Давайте вернемся туда, где все началось. 9 июля 2025 года, когда Тэхин и Чонгук сели на рейс из Инчхона в Лос-Анджелес, поклонники заметили их в аэропорту, одетых во все черное, с лицами наполовину скрытыми под масками и панамами. Сотрудников видно не было. Никакого антуража HYBE. Всего 2 участника. 2 тени. Ступает на землю США с тихой настойчивостью. Источники в индустрии шептали, что Тэхён и Чонгук собираются провести 4 недели в Лос-Анджелесе, чтобы завершить последние записи вокала и визуальные съемки для будущего альбома BTS. Все в поездке должно было быть сдержанным. Но то, что должно было стать творческим отдыхом, превратилось в нечто гораздо более личное и болезненное. С самого первого дня фанаты заметили нечто странное. Тэхён не так часто публиковал посты. Его не видели снаружи. Когда Чонгук пошел выпить кофе в популярное кафе в западном Голливуде, Тэхёна нигде не было видно. Даже в просочившихся студийных
В видео можно было услышать только голос Чонгука. Когда репортер спросил Бан Ши-хёка о ходе сессии в Лос-Анджелесе, его лицо, как сообщается, слегка напряглось, когда было упомянуто имя Тэхёна. Лишь 25 июля, после почти 3 недель молчания, мы увидели проблеск истины. Во время фотосессии в уединенном особняке в Лос-Анджелесе, подготовленной для концепт-арта нового альбома, Тэхён наконец раскрылся. «Мне было немного трудно», — сказал он. «Думаю, усталость от военной службы, а затем и погружение в работу над альбомом дали о себе знать. Я не осознавал, насколько я был измотан». На мгновение в комнате воцарилась тишина. По словам члена съемочной группы, присутствовавшего в тот день, Чонгук тут же подошел к Тэхёну и положил руку ему на плечо. Он ничего не сказал. Просто стоял рядом с ним, сообщил источник. Как будто он ждал, что Тэ наконец произнесет это вслух. Поразительно то, что Тэхён никого не обвинял. Он не назвал своего лейбла. Он не жаловался на нагрузку. Он просто признал правду. Этот альбом важен для меня. Для всех нас. Я хотел выложиться по полной, но забыл позаботиться о себе. Я думал, что справлюсь. То, что он описал дальше, нарисовало гораздо более глубокую и болезненную картину. Были ночи, когда я не мог спать. Моя грудь сдавливалась. У меня начинались головные боли, которые не проходили. Я говорил себе, что это просто смена часовых поясов. Просто стресс. Но потом даже подняться по лестнице становилось трудно. А затем слова, которые пробирали фанатов до костей. Однажды утром я даже не смог встать с кровати. Чонгук был тем, кто вызвал врача. Чонгук всегда тихо, всегда собран. Но в тот день, как сообщается, он расплакался после того, как Тэхён упал в обморок в их общей квартире в Лос-Анджелесе. По словам близкого друга группы, Чонгук настоял на отмене 2 студийных сессий и оставался с Тэхёном 48 часов подряд. Он приносил суп, покупал лекарства. Даже спал на полу рядом с кроватью Тэ на случай, если ему что-нибудь понадобится среди ночи. Это та сторона BTS, которую мы редко видим. Помимо музыки, за пределами славы. Это братство. Это любовь. Но тайна становится все глубже. Почему это не было обнародовано раньше? Почему HYB был таким тихим? Почему Чонгук никогда ничего не упоминал в своих прямых трансляциях? Ответ может крыться в том, что Бан Ши-хёк сказал на следующий день на закрытом совещании. Заявление, которое теперь подтверждено анонимным источником внутри компании. Мы хотели защитить частную жизнь Тэхёна. Но более того, он попросил нас не делать из этого заголовок. Он не хотел жалости. Ему просто нужно было время. Время этого драгоценного ресурса у BTS, похоже, никогда не бывает достаточно. Давление колоссальное. После 2-летнего перерыва все взгляды прикованы к BTS. Отрасль ожидает совершенства. Болельщики ждут волшебства. Мир ожидает очередная культурная революция. И в центре всего этого молодой человек, которому просто нужен отдых.
ARMY не понаслышке знакома с разбитыми сердцами. Они видели, как Джин в слезах записался в армию. Наблюдал, как Джей Хоуп отдает честь на прощание. Ждал года неопределенности. Но тут все было по-другому. Это не была запланированная пауза. Это не было временным прощанием. Это было медленное разложение человека, который всегда вел себя так, будто он непобедим. Тэхён — многогранный человек, художник, актер, икона моды, поэт. Но прежде всего, он человек. И теперь мир видит эту его сторону яснее, чем когда-либо прежде. Через несколько часов после публикации заявления Тэхёна социальные сети взорвались сообщениями поддержки. Хэштег решетка Елавиеутаюнг оставался в мировых трендах 18 часов подряд. Знаменитости, журналисты и коллеги-айдолы поделились своими словами поддержки. Аю написал в Твиттере: «Отдохни, дорогой друг. Сейчас ты ничем не обязан миру». RM опубликовал старую фотографию в студии звукозаписи с подписью: «Даже звездам нужен сон. Даже легендам нужна любовь». И, пожалуй, самое трогательное из всего, Чонгук поделился фотографией Тэхёна, спящего на диване, укрытого одеялом, подписав ее только эмодзи в виде сердца. В один краткий миг таинственность BTS превратилась в нечто более мощное, в подлинность. Но история еще не закончена. Тэхён не покинул Лос-Анджелес. Источники подтверждают, что он продолжает работу над альбомом, хотя и с более плотным графиком. HYBE привлекла медицинскую поддержку для наблюдения за его состоянием, а все творческие сроки были скорректированы, чтобы отдать приоритет его выздоровлению. Чонгук остается рядом с ним. И, возможно, именно за эту часть сейчас цепляются фанаты за преданность, любовь, нерушимую связь между двумя братьями, которые вместе преодолевали все трудности на протяжении более 10 лет. Так что же дальше? Успеет ли Тэхён поправиться к выходу альбома? Будут ли BTS открыто говорить о своем состоянии в будущих интервью? Станет ли этот момент поворотным моментом в отношении индустрии к психическому и физическому здоровью айдолов? Эти вопросы пока остаются без ответа. Но одно можно сказать наверняка: голос Тэхёна был услышан. И на этот раз не через песню, а через неприкрытую, честную человеческую уязвимость. И, возможно, это самое сильное выступление из всех. Внутри квартиры ночь, когда Чонгук думал, что теряет Тэхёна. Самые темные 48 часов в Лос-Анджелесе, которые не видел ни один фанат. Что же на самом деле произошло, когда Тэхён потерял сознание? И почему Чонгук держал это в секрете от остальных участников BTS? Стены их арендованной квартиры в Лос-Анджелесе должны были эхом отзываться музыкой, смехом и творческим взрывом, который всегда происходил, когда Тэхён и Чонгук делили пространство. Но в ночь на 18 июля 2025 года эти стены стали свидетелями чего-то другого: паники, тишины, слез. Ту ночь, впервые с начала перерыва BTS, Чонгук признался кому-то близкому: «Я думал, что потеряю его». Было 3 часа 17 минут утра. Чонгук допоздна редактировал демо. Трек в небольшой студии, которую они оборудовали. Он думал, что Тэхён уснул часом ранее.
Но когда он проходил мимо гостиной, чтобы взять воды, то увидел нечто, что заставило его замереть на месте. Тэхён сидел на краю дивана, согнувшись и слегка дрожа. Его руки сжимали виски. Его дыхание было поверхностным. А потом он сполз на бок, потеряв сознание.